Всем панкейк, дорогие друзья! Существует немало стыдных вещей, которые женщина делает очень часто и предпочитает никому не рассказывать об этом. Сейчас вы о них узнаете. Брить ноги только там, где видно. Часто женщины бреют ноги только там, где видно. Оправдания у девушек в этом случае железные. Во-первых, на бедрах волосы растут медленнее, поэтому зачем сбривать их слишком часто? Во-вторых, в некоторых зонах волосы менее заметны. В итоге нередко можно увидеть ситуацию, когда девушка идет в летнем платье, ее икры и голени абсолютно гладкие, а на ногах выше колена имеется деликатный пушок. Ненавидеть чужих детей. Все девушки умиляются детям? Это не так. Многие из них буквально ненавидят чужих детей. Существует стереотип, что женщина должна умиляться всем детям подряд и любить большинство из них. На самом деле все не так. Чужие детки могут вызывать не просто раздражение, но и откровенную ненависть. Однако признаться в этом окружающим невозможно, поскольку осуждение будет слишком сильным. Ходить в одном бюстгальтере несколько дней. Базовое правило гигиены гласит: рекомендуется менять и стирать нижнее белье ежедневно. Однако не всегда этому следует. Если с нижней частью бельевого комплекта данное правило чаще всего срабатывает, бюстгальтеры могут носиться неделями без стирки. В этом, увы, многие женщины не видят ничего критичного. Копаться в телефоне своего партнера. Женщины любят интриги, особенно если их плетут вокруг них, поэтому не упустят возможности заглянуть в телефон партнера. Прекрасный пол по своей природе более любопытный, а уж если речь идет о том, чтобы уличить своего супруга или возлюбленного в неверности, моральная сторона вопроса легко отойдет на второй план. Женщине зачастую будет легче опуститься до чтения чужой переписки, чем мучиться догадками и накручивать ситуацию. Лгать о ценах на покупки. Часто женщины завышают цены покупок для подружек или, наоборот, преуменьшают, чтобы не получить нагоняй от мужа. В данном случае все зависит от цели. Если спускаешь накопление на новую сумочку, мужу вовсе не обязательно знать ее точную стоимость. Лучше преуменьшить масштаб катастрофы. Но если же хочется похвастаться перед подружкой брендовым свитером, цену можно и утроить, чтобы доказать, вы можете себе это позволить. Скрывать количество интимных партнеров. Девушки любят скрывать количество партнеров. Не всегда это важно знать. Кто у нас не первый, тот у нас второй. Эта избитая поговорка не лишена мудрости. Если с мужчиной складываются серьезные отношения, вовсе не обязательно рассказывать ему о всех своих предыдущих бурных романах. Достаточно поведать об одном бывшем парне, разумеется, сделав сравнение не в пользу последнего. Ретушировать свои снимки. Этим, безусловно, занимаются все, но девушки особенно любят ретушировать свои снимки. Казаться, а не быть. Весьма печальная тенденция последних лет. Количество всевозможных приложений для коррекции фото привело к тому, что с улучшением собственного снимка может справиться и школьница, и пенсионерка. В итоге большинство лент в соцсетях поражают чудовищными масштабами ретуши, а персонажей на отфотошопленных фото вряд ли можно узнать в обычной жизни. От таких невероятных фактов закружилась голова. Рекомендуем передохнуть и поставить лайк под видео, подписаться, чтобы в будущем не пропускать наши ролики. Готово? Тогда продолжаем. Следующее место в нашем топе — изучать выделение на своих средствах гигиены. Женщины любят изучать выделение на средствах гигиены, что даже полезно с медицинской точки зрения. Возможно, данный факт звучит отвратительно, особенно для представителей сильного пола, да и редкая женщина сознается в таком занятии, однако с медицинской точки зрения в этом нет ничего постыдного. Более того, эта привычка полезна. В огромном числе случаев именно так можно вовремя обнаружить какое-то заболевание. Если существенно меняется характер, цвет или интенсивность выделений, это сигнал бежать к врачу. Привычка носить одежду любимого мужчины. Просторная, удобная футболка с запахом родного человека. Что может быть лучше для сна? Да и выпить чашечку кофе, накинув рубашку партнера, тоже приятно. Потом, конечно, вся одежда будет постирана и аккуратно положена на место. Проверять, совместимы ли вы по гороскопу. Многие женщины верят в гороскопы, что странно для мужчины, но нужно же как-то определять, как пройдет ваш день. Ты еще не успеешь спросить, какие у тебя планы на вечер, а она уже будет знать, как рак сочетается с овном, тигр с драконом, а ясень с тополем. Есть много причин, по которым девушки проверяют совместимость по гороскопу.
Некоторые считают, что это может дать им представление об их будущем, в то время как другие, возможно, просто хотят знать, какой тип брака им лучше всего подойдет. Прикидываться больной, чтобы избежать секса. Часто женщины симулируют, чтобы избежать секса. «Милый, у меня мигрень» – частая фраза. Чтобы не симулировать оргазм, можно поступить еще проще – симулировать легкое заболевание, чтобы вообще избежать секса. Сильная мигрень, резь в животе, приступ остеохондроза – выдумать можно любое недомогание без очевидных симптомов. Вдаваться в психологические корни подобных манипуляций – задача сложная, и далеко не каждый мужчина имеет желание в этом разбираться. Скрывать, что объелась в одиночку. Женщины, как и все люди, любят поесть, но не всегда о таких грехах стоит рассказывать. Купить целый торт, пиццу или пакет вредной еды и съесть это в одиночестве, сознаться в таком грехе женщине невозможно. Так недалеко до статуса обжоры или дамы с расстройством пищевого поведения. Гораздо проще предаться пищевому разврату наедине с собой, втайне ото всех. Хитрить со своей внешностью. Женщины придумывают множество обманок, чтобы привлечь к себе внимание. Арсенал женских обманок в области красоты уже давно не ограничивается накладными ресницами и наращенными волосами. Корректирующее белье, объемный вкладыш в бюстгальтер – это лишь немногие хитрости, которые представительницы прекрасного пола используют, чтобы ввести мужчин в заблуждение. Хотя гораздо честнее было бы привести свое тело в порядок. Обсуждать интимные подробности мужчины. Девушки зачастую обсуждают интимные подробности мужчины, что в корне не соответствует стереотипу о том, что мужчины очень болтливы. Утверждение о том, что мужчины менее болтливы, в корне неверно. Стоит поработать в мужском коллективе, чтобы убедиться, мужская болтовня порой имеет невообразимые масштабы. Но надо отдать должное. Мужчины крайне редко обсуждают свои нынешние интимные отношения, если они серьезны. То есть обсудить бурную ночь с незнакомкой запросто, а подробности секса с женой ни за что. Женщины же могут делать это постоянно, детально и откровенно. Финансовые проблемы подружки. Порой у девушки могут быть финансовые проблемы, но так как она хочет казаться сильной и независимой, она об этом промолчит. Она хочет казаться сильной и независимой, и поэтому будет скрывать свои финансовые сложности, даже если еле-еле сводит концы с концами. Пробовать косметику в чужой ванной. Девушки обожают пробовать все флакончики с духами и косметику, когда в гостях. Главное – тихо. Мужчине в чужой ванной вряд ли придет в голову обратить внимание на какой-либо флакон, за исключением жидкого мыла. Женщина же может втайне от хозяйки не только открыть и понюхать все баночки с косметикой, но и кое-что попробовать на себе. Тренироваться, сидя на диване. Девушки часто постят в Инстаграм фотографии с пробежки, на самом деле лежа на диване. Девушки часто пишут в Инстаграм посты о том, что собираются на тренировку, а потом лежат на диване целый день, смотря любимый сериал. Мотивация что-то делать пропадает после первой сотни лайков. Представлять беременность. Часто девушки после плотного обеда представляют, что они беременны, выпячивая живот. После того, как девушки вдоволь наедаются, часто они выпячивают живот и представляют, как бы выглядели, будь они в положении. Наверное, после этого девушки не хотят ходить на пробежки, хотят чуть больше чувствовать себя будущей мамой. Плакать в машине под грустные песни. Представительницы прекрасного пола, сидя в машине, рыдают под депрессивные песни. Девушкам просто необходимо место, где они могут побыть одни. Часто они плачут в ней под грустные песни, чтобы снять напряжение, или если они просто в настроении погрустить. Самое лучшее — это если за окном будет, ко всему прочему, идти дождь. Идеальное сочетание. Единственное, что может помешать им — резкий гудок сзади. Не одни же они на дороге. На этом наш топ подходит к концу. Какой факт вас поразил больше всего? Пишите в комментарии, что еще вы узнали о женщинах благодаря нашему ролику. С вами был Панкейк. Всем хорошего настроения и до новых встреч!